Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте продолжение сказки, которая называется «Аленький цветочек». Входит он на широкий двор, ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, усланной кармазинным сукном, с перилами позолоченными. Вошел в горницу, нет никого, в другую, в третью, нет никого, в пятую, десятую, нет никого. А убранство везде царское, неслыханное, невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Девица, честный купец, такому богатству несказанному. А вдвое того, что хозяина нет, не только хозяина и прислуги нет, а музыка играет, не смолкаючи. И подумал он в те поры про себя: все хорошо, да есть нечего. И вырос перед ним стол убранный, разубранный, в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные и вина заморские, и питья медовые. Сел он за стол без сумления, напился, наелся, да сыто, потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя, того и глядишь, что язык проглотишь. А он по лесам и пескам ходючи крепко проголодался. Встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказал спасибо, и сказать спасибо за хлеб-соль некому. Не успел он встать, да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет неумолкаючи. Дивится купец такому чуду новому и чудному. Ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно сумерки, и музыка играет, будто издали. И подумал он: ах, как бы мне дочерей хоть во сне увидать. И заснул в ту же минуточку. Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вокруг опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих. И видел он дочерей своих старших, старшую среднюю, что они веселые, веселехоньки, а печально одна дочь меньшая, любимая, что у старшей и средней дочери есть женихи богатые, и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая дочь, любимая красавица писаная, о женихах и слышать не хочет. Погода не воротится, ее родимый батюшка, и стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовленное, фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается, и уж к новому чуду не дивуется. Чай и кофе на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады, диковинные, плодовитые, и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зеленые сады. Гуляет он и любуется, на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, иногда глядя на них, слюнки текут. Цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные. Птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложенные. Песни поют райские,
Фонтаны воды бьют высокие, и доглядеть на них в вышину голова запрокидывается, и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Вот и все. Продолжение сказки слушайте завтра.